Здравствуйте, мои любимые, мои ведьмочки, мои волшебники, мои маги. Сегодня я хочу вам рассказать, что вам по судьбе в ближайшие 6 дней. И что, может быть, изменится в этот период. Какие сюрпризы приготовит вам судьба. Гадать я буду на Таро прерафаэлитов. И у нас с вами будет 4 позиции. Видео актуально в момент, когда вы его смотрите. Итак, что вам по судьбе в ближайшие 6 дней? Какие изменения вас ждут и какие сюрпризы? Пока я перемешиваю колоду, подпишитесь на канал, поставьте лайк. И после просмотра напишите свое мнение, свой комментарий. Первая карта – это в каком аркане вы сегодня находитесь. Кстати, мы с вами забыли сделать знак от высших сил. Давайте-ка сделаем для тех, кто смотрит с самого начала. Сдвигаем 3 раза. Представьте, что вы сидите у меня дома и пьете со мной чай или кофе. И мы решили погадать. Итак, что там высшие силы хотят сказать? Башня. Послание высших сил гласит на сегодня, что в вашей жизни что-то кардинально меняется. Долгое время вы были в чем-то уверены или в ком-то. И, наконец-то, эта иллюзия рухнет. Вы поймете настоящую суть вашей жизни, человека или, может быть, вашей работы. Вы поймете истину, и ваша зависимость исчезнет. Когда мы выстраиваем эту башню, мы зависимы от нее. Мы не можем в итоге из этой крепости выйти. В итоге, когда эта башня рушится, мы становимся свободными. И начинается совершенно иная жизнь. Башня идет после карты дьявол. Зависимость. Управление вами, да? Помыкание. И, соответственно, какая-то ситуация владела вами. Или кто-то вами владел. Вот этого больше не будет. Вы будете абсолютно свободны. После башни будет звезда. Новая надежда, новая жизнь. Хорошо. У нас 4 позиции. Что вас ждет в ближайшие 6 дней? Что вам по судьбе? Что поменяется? И первая карта – ваш аркан, в каком вы сейчас находитесь. По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию для себя. Выкладываем наши карты, наши 4 позиции. И украшать я их буду камушками. Первая позиция – аметист. Вторая позиция – красный агат. Третья позиция – унокит. Четвертая позиция – горный хрусталь. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите уже на свой тайм-код. Что вас ждет в ближайшие 6 дней. И мы начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Что же вам там по судьбе? Сейчас все узнаем. Сейчас все вам расскажу. Итак, наш аметистик. И первая карта, в каком аркане вы сейчас, что у вас в жизни? У вас в жизни тройка мечей. Ну, тройка мечей, карта такая, реального взгляда на жизнь. И, соответственно, вы могли огорчаться недавно. Конечно, это карта грусти, печали, переживаний. Видите, тут даже вот у нее ночнушечка горит. То есть идет как бы нехороший момент в жизни. Вы расстроены чем-то, да. И, соответственно, когда мы переживаем тройку мечей, мы понимаем, что наше сердце разбито, мы огорчены, но это нужно пережить, и тогда будет совершенно иная жизнь. Вообще, после тройки идет четверка, да. Это карта, когда вы успокаиваетесь и отдыхаете. Получается, сейчас вы разбередили, да, себе там сердечные, может быть, раны какие-то.
Может быть, кто-то разочаровал вас, но вы тогда были полны ожиданий либо от ситуации, либо от человека, либо от жизни. И, конечно, эти ожидания никогда не удовлетворяются. Карта учит тому, что ничего не надо ждать. Нужно полагаться на себя, на Бога, но не надо ждать. Мы все всего постоянно ждем, это понятно. И когда оно не случается, не сбывается или оборачивается другой стороной, мы расстраиваемся. Вот вы сейчас расстроены. Однако вы можете принять этот опыт с благодарностью, сделать о нем выводы и понять, что да, нельзя надеяться на кого-то, на что-то. Нельзя чего-то ожидать. Это все равно приведет к разочарованию. Нужно работать, нужно молиться, стараться. Да, мы все очень хотим от кого-то чего-то. Это очень такая человеческая черта, да. И если мы перестаем что-то ждать, мы становимся счастливыми. Нас этому учит жизнь. Кого-то прям-таки всю жизнь. Ну хорошо, давайте посмотрим, а что вам по судьбе в ближайшие 6 дней, раз у вас такая расстроенная карта. Нам же нужно понять, как повернется за 6 дней судьба. Может быть, она обернется своей лучшей стороной, а может быть и нет. Сейчас узнаем. Основная карта периода, 9 кубков. А вот как раз карта, ну, некоторой своей зоны комфорта и чуть-чуть одиночества. Вам нужно успокоиться и посидеть с самим собой или с самой собой. Так вы и сделаете. Между прочим, эта карта исполняет желания, она счастливая. И более того, это карта, открывающая денежные каналы, потоки изобилия. Кажется, что мир рухнул, все плохо, но эта карта приводит вас обратно к счастью. Карта настоящий талисман. Многие 9 кубков используют именно как талисман. Понимаете? Что еще могу здесь сказать, да? Что это счастливые 6 дней. 6 дней именно спокойствия в каком-то теплом, хорошем месте. Если у вас есть большое желание какое-то, да, не страстное желание, а именно просто большое жизненное, оно может начать исполняться. А мелкое, скорее всего, исполнится. То есть уже будут результаты. Конечно, карта 9 кубков – это удовольствие от жизни в плане и еды, и питья, и полеживания. Не вижу здесь большой активности в ближайшие 6 дней. Какие события у вас будут? Основные, да? Что произойдет? Здесь мы видим 4 кубков. 4 кубков показывает совершенно обыденные дела, игнорирование внешнего мира. Вы постараетесь изолироваться. Не просматривать социальные сети. Вы уже даже это доказали 9 кубков. Не читать новости. Не интересоваться внешним миром совсем. А наоборот, заняться домашними делами, там, не знаю, уборкой огорода, может быть, разбором хлама. Вот как будто бы вы погрузитесь в себя, ну, может быть, рядом с близкими людьми. Жизнь будет предлагать вам и новости, и возможности. И, может быть, от кого-то уже даже в социальных сетях придет письмо, но вы этого не увидите. Вы не захотите туда смотреть. Даже если вы увидите, вы проигнорируете. Вы захотите отдохнуть. Причем от всего-всего-всего, что на вас навалилось. И это нормальная человеческая реакция. 6 дней – это как раз тот срок, когда человек может успокоиться, выдохнуть, привести себя в порядок. И этим вы и займетесь. Это и есть ваши события. Будете заниматься самыми простыми делами. Хорошо. Какие сюрпризы готовят для вас эти 6 дней? Будет ли вообще сюрприз? Или так и пройдет все ровно? Что будет удивительного? Мы здесь видим 5 пентаклей. 5 пентаклей – это карта, показывающая именно здесь, да, что кто-то очень устал, мучается и ждет помощи от вас, скорее всего, от вас. Поэтому сюрпризом может оказаться тот факт, что, ну, окружающие, кто-то из вашего окружения, да, захочет рассказать вам о своих проблемах. Вы постараетесь игнорировать, вы постараетесь не выходить на связь. Но это человека, скорее всего, не остановит.
кто-то идет к вам со своими проблемами, и вы удивитесь, кто это, например. Или что это за проблема. То есть удивительным и сюрпризом будет для вас именно это. Либо что, кто это, либо какая проблема, да. Добавим, здесь вышла карта туз мечей. Действительно, вы будете очень-очень озадачены. И, возможно, от этого человека вы узнаете даже какую-то правду, которая вам нужна. Более того, вам действительно идет письмо. Карты это несколько раз подтвердили. Солнце говорит о том, что вы будете очень рады помочь в решении этих проблем. Уж не знаю почему и не знаю, кто это, но почему-то вас обрадует то, что вы можете помочь человеку. Вас обрадует заняться этим. Получается так, что, занимаясь и своими обыденными делами и прячась от мира, к вам прям-таки, вы поймете, да, что к вам прям-таки кто-то, стучится в дверь, да, в жизнь. Очень хочет вас видеть, общаться с вами. Может быть, это и не тот, кто вас расстроил совершенно, но вы будете рады помочь. Это очень хорошо. И вы будете рады участвовать в чьей-то жизни. В итоге, в будущем это принесет вам очень большие результаты. В итоге, в будущем это изменит и вашу реальность. Просто нужно будет, естественно, это не сразу, да, подождать. То есть, да, это влияет на вашу судьбу. То, что вы помогаете кому-то. Ну, вот такая позиция номер 1. На 6 дней, да. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. Что вам по судьбе в ближайшие 6 дней? Что вас там ждет? Наш красный агат, он такой красивый. Вот я не знаю, прям я его очень люблю. Итак, первая карта, в каком аркане вы находитесь. Здесь у нас 5 жезлов. Эта карта, она показывает, что вы сейчас в борьбе находитесь, особенно в конкурентной или соревновательной. Может быть, вы сдаете экзамены, а может быть, поступаете на работу, где большой конкурс. Бывает такое, что вы боретесь с соперниками по бизнесу, конкурентами, да, или может быть по этой карте, что человек на самом деле просто сейчас с кем-то в ссоре, ругается там, да, и, соответственно, в таком состоянии борьбы находится. То есть такое, знаете, желание кого-то перебороть, победить, желание кого-то одолеть. У вас оно присутствует, оно у вас есть. А более того, вы как-то кипишуете, психуете, естественно. Думаете, а я вообще это одолею когда-нибудь? Когда-то придет ли тот момент в моей жизни, да, что я победю или побежду этот момент, вот из этой ситуации выйду, да. Такая немножко у вас собранность, озадаченность при этом. Желание, есть желание. По этой карте всегда большое желание победить именно. Победить и выйти из ситуации самым, главным, да, храбрецом. Получить оценку 5 с плюсом. Чтобы похвалили, чтобы знали, кто тут в доме хозяин. Можете прям отстаивать себя, оспаривать в данный момент в жизни. Давать кому-то жару, ругать кого-то. Хорошо. Что же по судьбе в ближайшие 6 дней? Основной фон. Тут у нас, значит, королева пентаклей. Это стабильные 6 дней. Довольно хорошие и обеспеченные. Возможно, в вашей судьбе основную роль какую-то сыграет женщина знака Земли или с асцендентом в Земле. Но, в принципе, сама по себе карта говорит о прочном положении в жизни. И если вы очень хотите победить уже в ближайшие 6 дней, то, конечно, победа за вами. И вы садитесь на трон. Карта показывает как главенство в доме, так и главенство, допустим, на фирме или в своем бизнесе. Всегда говорит о денежном прибавлении и денежной стабильности, роскоши. По этой карте вы можете в ближайшие 6 дней получить какой-то даже подарок. Довольно дорогой. Вот. Сама по себе карта положительная. Вы можете с кем-то дружить, кого-то выслушивать, и вас послушают. Хорошего взаимодействия, хорошего семейного положения. То есть, если у вас есть семья,
в семье будет тишь да гладь, да Божья благодать. Также точно в коллективе, да. Если вы работаете в коллективе, там будет все хорошо. В принципе, события 6 дней не несут какие-то там, знаете, взрывоопасные. Каких-то больших коллапсов, я думаю, не будет. Давайте посмотрим события, действительно. Какие будут основные события в ближайшие 6 дней для вас? Так, я здесь вижу карту рыцарь мечей. Крылатый конь, на нем дева, мечом машет, конь в шоке. У нее еще и есть весы. Ну, вернее, нет, у него есть весы, да, и на коня повесили огромные весы, смотрите. Ну, карта сразу же говорит о том, что в вашей жизни может резко появиться человек со знаком зодиака весы. Причем, неважно, мужского или женского пола. Здесь, конечно, у нас женщина есть, но у нее есть мужского пола конь. Поэтому это может быть любого пола человека. Резко, неожиданно, что это значит? Ну, заявится в гости. Или с разговором, или с новостями. Но также берегитесь, потому что человек очень сильно торопится по карте рыцарь мечей. Очень сильно, чересчур. А значит, может наломать дров. Если кто-то импульсивно вам что-то заявит, как-то вас раскритикует, постарайтесь сначала не реагировать. Тем более, что вы сейчас в такой забористой карте. А просто выслушайте молча и подумайте, а потом уже скажите. Потому что здесь такая карта провоцирующая. Она говорит о том, что человек о вас может сделать какие-то выводы элементарно. И начать что-то вам такое высказывать. Да? Не стоит. Постарайтесь сначала успокоиться. Да? Также что говорит эта карта? Ну, раз у нас вообще общий фон 6 дней хороший, мы же можем понять, да, что значит крупных ссор не будет. Вот. Просто говорит карта, что к вам могут нагрянуть гости, которых вы к себе совсем и не просили. Понимаете? Раз вы их не просили, это я шляпу сняла ведьминскую. Раз вы их не просили, то, конечно, это для вас шок. Ну, там, вот ты знаешь, я в твоем городе, давай встретимся. Эй, у меня дела. Я там на троне сижу, да. Вот. Ну, хорошо, давайте посмотрим, какие сюрпризы будут от судьбы в ближайшие 6 дней для вас. Я вам расскажу. Да вот же, видите, рыцарь кубков. Опять кто-то к вам несется, едет. Вот я говорю, карта может означать вашу внезапную дорогу. Или кто-то к вам едет внезапно. Мужчина, может быть. Но чаще всего, конечно, это любого пола человек. Рыцарь это любого пола человек, может быть. Просто торопится. Но здесь-то рыцарь кубков, он говорит о романтике, о любовных признаниях, да. То есть сюрпризом для вас может быть то, что кто-то к вам как-то неровно дышит, что ли. Хочет что-то там преподнести, подарить, сказать хорошее, позвать на свидание. То есть, может, гостенек-то с любовными чувствами, может, это все один и тот же человек, а может, разные, да? У кого как. Уточним немножко. 9 мечей. Ну, этот человек печальный, он по вам сохнет, что ли? Так выходит? Так, и королева мечей. Королева мечей показывает, знаете что? Во-первых, женщину знака зодиака воздуха. Это весы, близнецы, водолей. То есть, опять же, мы видим, что в вашей жизни фигурирует человек знака воздуха. Да? Во-вторых, человек может очень сильно печалиться от того, что женщина знака воздуха вмешивается в его любовные дела по отношению к вам. Понимаете? Вот именно так. А сам он может быть связан с водой. Может быть. И тут же еще несется кто-то со знаком воздуха, или это женщина к вам с разговором. Вот подумайте, что это может быть. Ну, явно кто-то печалится от того, что у него есть к вам чувства. И хочет к вам себя как-то, проявить там что-то, инициативу, да, что сказать. Понимаете? Если вы мужчина, тогда к вам с любовью идет женщина знака воздуха, но она очень расстроена, она очень торопится, она переживает. Вот, вот такая позиция номер 2. Мне она понравилась. Хорошо, идем дальше. Позиции номер 3. Что вам по судьбе в ближайшие 6 дней? Накид. Итак, первая карта, ваша карта. В
каком аркане вы находитесь? В аркане Луна. Ну, смотрите, что такое наша замечательная Луна, особенно в этой колоде, да? Луна – это карта искусства. Она говорит о том, что вы человек, связанный либо с эзотерикой, либо с искусством, развиваете свой дар. И сейчас вы полностью этим поглощены, вам могут сниться пророческие сны, вы можете развивать дар ясновидения, яснознания, интересоваться картами Таро, рунами, астрологией, там, я не знаю, еще чем-то, тета-хиллингом или космоэнергетикой, да? Чем угодно. И в то же время заниматься, там, не знаю, музыкой, писательством, картинами, то есть развивать свое какое-то творчество. Еще карта Луна говорит о том, что вы в чем-то сомневаетесь и не видите истинной картины. Вы не можете разобраться, правда что-то или нет. Еще вас может беспокоить по ночам там, откровения какие-то, кошмары, страхи или сомнения, бессонница или наоборот очень яркие сны. У кого что? В общем, Луна – это мистическая карта. И сейчас вы, естественно, находитесь вот в этих мистических лунных энергиях. Буквально можете зависеть от лунной энергии, от Луны, от фазы Луны. Вообще мне нравится Луна, если честно. Она является собой выход бессознательного у человека. А бессознательное иногда надо вскрывать. Потому что мы иногда не понимаем, почему мы болеем, почему нам бывает плохо. Вот почему человек болеет, как вы думаете? Особенно тяжелыми болезнями. Потому что его мозги перед тем, как он заболел, прям кипели. Кипели какой-то проблемой. Тело больше не могло выносить этих мыслей, потому что наши мысли строят наше тело. Кирпичик за кирпичиком, клетка за клеткой, управляют ими. И тело больше не могло терпеть, и оно решило заболеть, чтобы мысли покинули человека. Вот ему говорят, его какой-то тяжелый диагноз. И что тогда он делает? Он забывает про свою проблему. Его проблема теперь это только этот диагноз. Понимаете? Но до этого, если он вспомнит, что было до этого, его что-то очень беспокоило. Злость на кого-то, не может простить, или обида. Сутками беспокоился о ком-то, о чем-то. Кто-то умер и так далее, понимаете? И просто тело не выдержало мыслей. То есть всем управляют мысли. Поэтому бессознательное, подсознательное, да, нужно вскрывать, потому что человек иногда, он делает это все до болезни, заболевает, а потом не помнит. Или у него психологическая травма, вот он каждую ночь просыпается в страхе, в поту, там лунатит. Но никто не может вытащить из него воспоминания. Что было перед этим? Что вызвало это? Организм уже не мог с этим жить. И он подменил одно другим. Вот из подсознания выковыриваешь, видите, Луна. И тогда человек может и выздороветь, может изменить свою жизнь, перестать лунатить там и так далее. Хорошо, вы в Луне. Вы сейчас этим всем интересным занимаетесь. Что же по судьбе в ближайшие 6 дней? Вот сначала общий фон этих 6 дней. Мы здесь видим карту влюбленные. Я ради тебя готов на все или готова, да? Карта говорит о взаимных чувствах и о том, что люди очень сильно сочетаемы друг с другом. Они буквально вцепились друг другу в руки, и они не готовы сейчас отпустить ни за что. Да, по Луне вы можете сомневаться в этой любви, говорить себе, что она то порочная, то не может этот человек меня искренне любить. А любовь именно взаимная. И 6 дней посвящены этим отношениям, этим чувствам. Если вы скажете, нет в моей жизни никакой любви и не будет, нет никаких отношений и не будет, люди-то ведь разные смотрят видео, да? Вот из 2000 человек, которые смотрят сейчас 3-ю позицию, но все равно ведь есть часть, которые скажут, нет у меня в жизни любви. Тогда влюбленные – это поступать по зову сердца, а не по чувству долга. Делать выбор в сторону сердца, в сторону души, в сторону Бога. То, что ты ощущаешь, что тебе нужно, интуитивно, тогда ты туда и идешь. И если вдруг это какое-то партнерство деловое,
то это деловое партнерство очень сильно по душе и на долгие годы. Вообще по карте влюбленные может быть знаковая встреча с новым любимым человеком, например, если вы одиноки. Поэтому обратите внимание на ближайшие 6 дней. Они освещены старшими арканами, и это уже интересно. Что-то важное произойдет. Давайте посмотрим основные события. Какие будут? 8 жезлов. Вам придется куда-то торопиться, много бегать, что-то делать. Карта всегда говорит о том, что человек очень хочет достигнуть целей. Он бегает, шевелится, суетится, чтобы все успеть. Ему очень нужно много успеть. Будет много дел. Подвижная карта. Могут быть разъезды или просто именно суета. Она говорит о том, что вы будете в курсе всех событий и будете получать очень много новостей. К вам люди идут с разговорами, а вы идете к ним. Вы можете получать не только новости, но и посылки, разную почту. В общем, эти 6 дней явно насыщены событиями активными. И да, скорее всего, вы, первое, куда-то поедете, во-вторых, будете разгребать завалы разных дел, в-третьих, получать разные новости. Страстная карта, кстати. Если говорить о любовном приключении, оно будет ого-го какое бурное. Будет много-много-много разных чувств. Хорошо. Давайте посмотрим сюрпризы от судьбы в ближайшие 6 дней. Какие? Так, это у нас... А кто-то у меня? Король Пентаклей? Король жезлов, да? Король жезлов. Тут же львы. Что же я его не узнала? Давно я не гадала на таро при рафаэлитов. Итак, король жезлов. Король жезлов показывает, что сюрприз – это мужчина. Возможно, знака огня или с асцендентом в огне. Овен, лев, стрелец. Либо просто самостоятельный человек, яркий и интересный. Он будет на вашей стороне, но может предлагать ей страстные отношения, если вы женщина. Если же вы мужчина, в вашей жизни будет играть важную роль этот человек. От него будут известия или неожиданное общение. Неожиданное появление в вашей жизни мужчины. Вот какой сюрприз ждет. Между прочим, король жезлов иногда означает момент созидания, сильный прорыв в работе, улучшение финансового положения. И все это ценой ваших усилий. Так, добавляем. Добавляем. А тут у нас 2 жезлов. Вы будете строить планы, и сюрпризом будет момент, что вас жизнь ставит перед выбором. То или другое. Вот из 2 вариантов. Нужно будет неожиданно выбрать. Это тоже для вас сюрприз. И дальше мы видим 6 кубков. Неожиданно для вас могут какие-то появляться люди из прошлого. Там друзья, одноклассники, любимый человек из прошлого, прошлый там человек, да? Какие-нибудь родственники, те, с кем вы общались поскольку в прошлом, но теперь они как-то появляются, заявляют о себе. Также эта карта может означать буквально неожиданное сборище с подругами, с друзьями. А еще она иногда говорит о романтическом вечере, который вдруг сюрпризом вам преподнес король жезлов, да? И вы решили его вместе провести, потому что неделя-то под эгидой влюбленных. Так что 6 дней у вас будут очень-очень насыщенными, я бы сказала. Мне понравилась 3-я позиция. Кто выбрал лунокит, пишите потом, как у вас исполнились эти 6 дней. Идем дальше. 2 жезлов аж упала на пол. Наверное, это что-то значит. Выбор все равно придется делать. Влюбленная тоже говорит о выборе. В любом случае. Так, следующая, 4-я позиция с горным хрусталем у нас. И 1-я карта. В каком аркане вы сейчас живете? Ага, король мечей. Вы сейчас либо зависите как-то от мужчины, возможно, строгого, холодного, расчетливого, управителя такого. Иногда это военный мужчина, иногда это юрист, врач. Или человек знака воздуха с асцендентом в воздухе, весы, близнецы, водолей. Может, это и есть вы, если вы мужчина. Также карта показывает дисциплину, строгость, там, распорядок дня, когда человек
отвечает за кого-то, но при этом чувствует себя одиноким. Карта показывает чью-то строгость к вам, осуждение и желание добиться справедливости от вас. Сейчас вы находитесь в очень холодных энергиях. И, соответственно, может быть, вам кажется, что жизнь вас строит, да? Вот буквально требует от вас всей собранности. Но в любом случае король мечей – это твердая и непоколебимая карта. И такого человека, как вы, просто так с панталыги не собьешь, конечно. Вы слишком сильны по сравнению с другими людьми. И справиться с вами вряд ли кто-то сможет. Если вы себя узнали, смотрим дальше. Какими будут ваши 6 дней? Что вам по судьбе? Вот давайте сначала общий фон, энергетика этих 6 дней. Колесо. Колесо говорит о том, что ваши ближайшие 6 дней все очень сильно изменится в жизни. Эти 6 дней для вас кардинальные. Все может переставляться с ног на голову, меняться резко, неожиданно. Может быть, фортуна на вашей стороне, а может быть, вы куда-то в дорогу соберетесь, причем, планировали ли вы ее, ответьте. Если планировали, все в порядке, вот она дорога, и все, колесо катится. А может ведь быть просто неожиданная перемена в жизни. Вот знаете, когда тебе резко нужно действовать, от тебя этого требует ситуация. Ты не знаешь, как и что будет дальше, не уверен в завтрашнем дне. Ты буквально в таком состоянии, да, что просто нужно сейчас что-то делать. Потом разберемся, мол, какие выводы из этого всего пойдут. То есть не знаю, что будет, что меня ждет, не знаю. Вот у вас такое может быть состояние все 6 дней. Абсолютно только если положиться на судьбу. Пусть она за меня решает. Я уже здесь ничего не решаю, от меня ничего не зависит. То есть события будут происходить абсолютно не зависящие от вас. Все кубарем, все куда-то катится, все меняется. Но, говорю, может и повести очень хорошо. Так, сама же колесо карта, это карта-талисман, да? Многие ее используют, чтобы повезло там в лотерею или еще где-то. Хорошо, давайте посмотрим, какие события будут в ближайшие 6 дней в вашей жизни. Я вам сейчас все расскажу. 4 жезлов неплохая карта. Вот помните, я говорила, что может неожиданно повезти. Действительно, если вы сейчас решаете имущественные вопросы, то по колесу дело сдвигается с мертвой точки. И тогда недвижимость уже будет вашей, допустим, да, или там оформление каких-то документов, ваши права или еще что-то. Карта 4 жезлов показывает неожиданные праздники, может быть, для вас, да. Посещение хорошего дома, чьего-то, быть в гостях. Или к вам приходят гости. Карта иногда говорит о свадьбе, о дне рождения. То есть вот такие праздники, прям крупные. Она часто говорит и об изобилии, и о том, что решаются финансовые вопросы, допустим, там на работе все очень хорошо, заключается там важная сделка, приходит хороший клиент. Она вообще говорит о стабилизации в работе, часто о большом успехе в бизнесе. Здесь, в этой колоде, карта может говорить об общении с детьми, в принципе, да, и о том, что много всего, вот, да, как собираю урожай, все мое. Но при этом, как бы, да, есть и ваш там родной человек, ребенок, там, да, и в то же время поток изобилия в вашу жизнь. Неплохая карта, я бы сказала, счастливая. Многие ее любят. Вот. Давайте посмотрим, какие сюрпризы преподнесет вам судьба в ближайшие 6 дней. Первый сюрприз – это колесница. Все-таки вы куда-то поедете. И вот они, наверное, то, что вы в гости едете, да. Или куда-то там будете все равно в связи с этой поездкой в гостях. Вы знаете, или едете на праздник. Почему бы и нет. Едете резко на вечеринку, неожиданно для себя. Сюрприз в том, что вам куда-то ехать. Вам лежит дорога. И вы этой дороги не ожидали. Это может быть просто какая-то короткая дорога за город или еще что-то. Может, вы резко машину купите вообще и поедете на ней кататься. Может быть, вас там, не знаю, позовут в командировку, пошлют. Может, вы на отдых собираетесь, вот и поедете. Или переезжаете куда-то.
Так, что еще? Вообще колесница хорошая карта. Она, кстати, означает иногда достижение всех целей. Ну, то есть вы уже к этому двигаетесь. Неожиданно для себя сюрприз, да? Паж жезлов. Неожиданное знакомство. Сюрприз в виде знакомства. Странный разговор, который может вас обрадовать. Вообще карта паж жезлов — это хорошие новости. Это хорошие какие-то, ну, не знаю, начинания, обучение. Карта показывает знакомство с человеком близким по духу. И часто с человеком, который очень много смеется, радуется. Выглядит или чувствует себя моложе, чем вы. Так, и 4 мечей. Отдых. Не смотрите на эту карту в прямом смысле. Она всегда означает исповедь, как будто ты как на духу что-то кому-то рассказываешь, да? И отдых. Ну, то есть тебя судьба укладывает на лопатки, чтобы ты наконец-то отдохнул. Это может быть отпуск. Опять же, поездка на праздник, там ты отдыхаешь. Расслабление. Вообще, 4 мечей — это иногда ты смог простить, отойти от обиды, с кем-то помириться. Или мог помолчать вовремя. И для тебя это самого уже сюрприз, что ты смог смолчать где-то. То есть тебя провоцировали на то, чтобы что-то высказать, но ты смолчала. Я даже не буду в мужском роде говорить. Смолчала, ты смогла смолчать. Вот. 4 мечей очень часто говорит о том, что сюрпризом может быть, что вас позвали, например, на отдых, на санаторий, на курорт какой-то, да, оздоровительный, там в Карловы Вары, например, там на горячие источники, в Тюмень или еще куда-то, понимаете? То есть вот такая карта. Она не говорит никогда о том, что кто-то умер или еще что-то заболел. Нет. Она именно говорит о том, что судьба просит вас отдохнуть, успокоиться, набраться сил, энергии. Вот, провести время в хорошей компании. Или даже если в одиночестве, то вам очень так хорошо на душе, приятно. Но перед этим у вас будет дорога и разговор или знакомство, или хорошая новость. Вот такая вот у нас 4 позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.